Рори, ты сегодня не участвуешь в видео. Никогда не участвуешь в видео. Ну, давай в следующий раз, Рор. Ну не так же к людям. Ну кто так к людям поворачивается, Рор? Всем большой привет. Меня зовут Надя, и мне очень нужно поговорить о моем хобби. Прошло полгода с тех пор, как я начала заниматься раскрашиванием книг от Ашет по номерам. Наконец-то настал этот момент, когда я раскрасила свои первые 50 картинок. Сейчас девочки, которые делают по 20-30 картинок в месяц, просто подумали, что за детский сад. Но мне кажется, это прекрасно, что все разные, у всех разный темп развития в своем хобби. Вот, поэтому я обожаю смотреть такие видео сама. Быть частью комьюнити – это потрясающе. Поэтому я хочу присоединиться к этому со своими первыми 50 картинками. Да, конечно, какие-то будут повторяться, потому что это довольно популярные тома у меня есть. Но какие-то, возможно, будут интересны, потому что, мне кажется, они, по крайней мере, я их вижу реже в информационном поле нашем. Вот, так что давайте начнем. Итак, первая книга, которая у меня появилась, это Трампе «Герои против злодеев». И тут хочется, я периодически вспоминаю мем. Мама, купи мне «Герои против злодеев», у нас есть «Герои против злодеев дома». Тем временем «Герои против злодеев дома». Потому что, когда я выбирала книги, свою первую книгу, уже вышел том «Герои против злодеев. Баттл». И мне очень нравились картинки и развороты, но я очень их боялась. И я боялась, что если я возьму сразу том выше своего уровня, а когда ты начинаешь с нуля, все-таки уровень, я отсчитываю от нуля, и я очень боялась, особенно разворотов, и разворотов я избегаю до сих пор. Мне волнительно их начинать, подбирала долго между несколькими томами, и в итоге мне очень понравился этот, потому что тут разнообразные персонажи, и да, мне кажется, он просто... Понятно, что сейчас видео не о томах и о выборе их, но мне кажется, просто этот том недооценен в пространстве. Я его вижу не так часто, лучше к любви к нему хочется выразить, потому что мне очень нравится, какую работу проделали художники. И вот сейчас вот посмотрим. Значит, первая картинка. Вот здесь я буду вставлять решение, чтобы смотреть референсы было удобно для тех, кому захочется, если у кого-то нет определенных томов. Когда я говорю, что что-то не совпадает или что-то не получилось, вы можете это, в общем-то, в этом сами убедиться. И первая картинка совсем не такая, как в решениях, и это было абсолютно осознанно. Когда я выбирала этот том и смотрела ответы, я сразу понимала, что я не хочу его делать таким рыжим, таким загорелым, поэтому я его сделала обычным. Но в итоге что-то не то, мне не очень, как будто нет чего-то особенного, изюминка какая-то пропала. Перерисовывать я, конечно, его не буду в рыжий. Мне кажется, это все-таки будет ошибкой. Меня устраивает, но он обычный. Обычный Геркулес. И это было в рамках моего личного челленджа. Также озвучу, что я для себя поставила такую цель разукрасить все первые странички своих томов, которые у меня есть. Вот. Расскажите, кстати, кто-то смотрит, а кто-то делает, устраивает себе личные челленджи, поделитесь, подкиньте идей, потому что у меня есть два. Это первые странички, как я сказала, и я его закончила, с ним справилась. И второе – это раскрасить обложки, картинки, которые на обложках. И с ним я почти справилась, я немножечко оступилась. Значит, Геркулес. У меня сделана работа с мини. Это была одна из первых, поэтому тут еще полосы. И у меня не было плоские, поэтому кривые еще лайнеры, обводка. Но мне нравится. Вот эти две работы. Начну вот с этой. Это первая работа, сделанная ручками. И это была катастрофа. В общем-то, по ней видно,
когда некоторые девочки показывают и говорят: ой, у меня это такая ужасная картинка. И я думаю: ох, девчонки, сейчас я выпущу ролик, и всем нам станет легче. Вот, это я специально заказывала ручки, потому что очень хотела именно эту картинку, мне казалось, что она идеальна для ручек. И, ну, я до сих пор так думаю, она была идеальна для ручек, если вы умеете ими пользоваться, потому что здесь видны все лужи, видны все царапки, они сильно потемнели, вот здесь у меня вообще все смазалось. Ох, я расстроилась, когда поняла, что у меня не получается красиво, а еще больше я расстроилась, когда я покрыла лаком, и они сильно-сильно потемнели, то есть они изначально не были такими. Цвета такими, я даже вот они выглядят светлее, я смотрю на видео, но в жизни это все очень темное. И мне также обидно, потому что очень много с этой картинки перепечатывается на Малефисенту, а мне она очень нравится, как получилось, мне нравится вот эта тень, она такая изящная здесь, загадочная, и это была одна из первых картинок, когда я подумала, ну это результат того стоит. Дальше я покажу мою королеву. Я очень люблю Изму, и для меня было критично, когда я выбирала первый том, я очень хотела, чтобы там была Изма. Я очень хотела ее раскрасить. И мне понравилось, учитывая, что, опять же, это была одна из первых картинок, я очень переживала, то есть я ее не брала прям в самых там пятерке первых, потому что я хотела, чтобы чуть-чуть у меня рука привыкла. Я очень боялась, что будет полосить, что рука будет дрожать, как у меня иногда случается. Но с ней вот, видимо, такое желание было ее раскрасить хорошо, что мне, в принципе, нравится. Но здесь случилась беда, которая происходит со мной регулярно, и я буду это чуть-чуть еще, вы будете это видеть, и я буду это показывать, что когда я нанесла лак, я думаю, здесь гелевая. Я думаю, здесь еще не Posca, а здесь вот Langua гелевые ручки, и они все у меня смазываются. Независимо, она очень долго была не покрыта, ничем не защищена, и все равно, то есть... И все равно меня смазало здесь очень сильно, и я наносила дополнительный слой, и после этого еще раз не успела еще пока покрыть лаком. Но для меня это беда, и я это еще покажу. Вот здесь мышонок, здесь вот это вот сначала покажу ее. Это моя первая работа, и я очень люблю эту историю, потому что вы можете видеть, в общем-то, насколько это, что здесь сделаны ошибки на книгах, что здесь ужасная обводка толстая, что все так неаккуратно. Но я хочу, и она, кстати, не покрыта, уже видно, как блестит, потертости. Но я ее покрою. Рассказываю. Когда я смотрела ответы на эту книгу, я выбирала, окей, она придет, какую же картинку мне раскрасить первой. Я выбирала как-то рационально, но когда она пришла, у меня дрожали просто руки, я была настолько воодушевлена, настолько у меня было вот состояние аффекта, что я просто открыла книгу, посмотрела по ответам, какие мне нужны цвета, чтобы мне было их легко подобрать, и просто начала раскрашивать. И это было так интересно, потому что я не догадывалась, что она больше горизонтальная, сделана горизонтально, и я этого не замечала, то есть я не понимала, что я была настолько в состоянии какого-то, правда, эффекта, что я не понимала, что я разукрашиваю вот книги, вообще до меня не доходило, что это книги, и я раскрашивала, и муж подходит сбоку такой: о, ничего себе, ты взяла Мерлина? Я говорю: какого Мерлина? Где ты видишь Мерлина? И я поворачиваю, я вижу, что вот его шапка, я не помню уже, наверное, я не сделала еще серый. В общем, это было очень интересно, и я ее хочу сохранить вот такой вот неряшливой, просто как память о том, что какие эмоции у меня может вызывать это хобби, и какие эмоции оно вызывало. Вот. Следующая картинка сделана одна из последних, и я очень ее люблю. Мне нравится задумка. Мне нравится вот этот комиксовый стиль, что она в каком-то моменте таком живом, подвижном выхвачена, и сзади такой фон, чисто как в комиксах. В общем, с большим удовольствием ее раскрасила наконец-то.
А с этим шляпником я намучилась. Я начала его раскрашивать для разнообразия, потому что я не хотела заморачиваться с кожей, с какими-то реалистичными оттенками. У него она прям такая розовенькая, темно-розовенькая. И я вот хотела, подумала, что это что-то простое, что-то интересное, и цвета, возможно, я могу использовать, которые обычно не использую, но так не получилось прям уж сделать, к сожалению. И у меня закончился зеленый, светлый, и, в общем, что-то мне не понравилось, и я поймала себя на мысли, что мне не нравится именно персонажа раскрашивать. Это так интересно. У вас бывало такое, что вам не хочется прям именно из-за персонажа? Я просто не думала, что я такое, правда, переживу. Раньше мне казалось, ну какая разница в целом? Ну, раскрашивай, если интересная рисовка или что-то тебя цепляет в картинке. А здесь прям вот я очень устала от нее. Эта картинка была сделана как раз-то в рамках челленджа моего личного с обложками. И здесь еще я не закрасила белые участки. Здесь это критично, поэтому я, в общем-то, ее и не покрыла лаком. Здесь это критично, потому что тортик и вот воротник, они прям бросаются в глаза. А не покрыла я не закрасила я, потому что такие более крупные участки я закрашиваю красками своего мужа. Он занимается раскрашиванием миниатюрок Warhammer, и поэтому у него вот есть краски, и я их акриловые, я их развожу. Вот еще раз покажу. Вот эти вот две, одна более... Ну вот я пользуюсь этой. Она прям белая-белая. Но, как я сказала, еще... Ну, мне лениво это делать. Так, давайте. Я думаю, я буду больше именно с этим томом, потому что он мало у кого есть. Ну, это змея. Просто мне пришли тулярты, и я с удовольствием их здесь испробовала. А здесь Dark Skin Langua. Очень прекрасно. Вот. Эту я очень люблю, очень уважаю. Эту картинку с Белоснежкой. Мне кажется, она очень интересная. И когда я выбирала в ответах, я влюбилась просто в эту картинку. Мне веет отсюда Хичкоком каким-то. Очень интересная вот это цвета. Да, вот реально ее выражение лица, как она падает, то есть вот этот момент, я прям влюбилась в нее. У меня есть потертости, потому что я не покрываю лаком, именно потому что я боюсь, что все это потечет. Здесь у меня, наверное, уже флайси, но они тоже под моим лаком текут. Не текут, а вот смазываются. Я очень за это переживаю, я этого не переживу. Я переживаю и не переживу, если это случится. Так что она у меня пока сохнет просто до победно. Здесь не попала я в цвет Аида кожи. Но если это вот не смотреть на ответы, то вполне жить можно. Вот эта картинка. Это читерский подход, потому что нечестный, потому что это раскрасил мой муж. Он, как я сказала, раскрашивает миниатюрки, и у него очень хорошо все с чувством цвета, с сочетаниями. Он очень аккуратно делает линии. И здесь это, в принципе, это первая его раскрашенная работа. И, в принципе, это не из первых картинок, которые мы сделали. И здесь, соответственно, браш, обводка вся. И он прекрасно справился. Мое почтение. А это рубрика «Покажи картинку, за которую тебе стыдно». Мне в целом не стыдно за картинки, как вы уже могли заметить, особенно там по первости. Это была вторая или третья раскрашенная мной картинка, но я тут накосячила сильно. Вот эта побитая собака. Я пыталась подобрать цвета. Я думала, что, может быть, вот этот лучше подойдет, глядя вот на ответы. Думала, что, может быть, этот цвет лучше подойдет, чем вот этот зеленый. Я ошиблась, но у меня уже не было сил перекрашивать. Я оставила его вот такого просто приемыша. И потом, когда я раскрашивала вот его, наверное, зубы выводила, или вот здесь, я поняла, что я вот здесь закрасила зубы просто. И я как-то криво дорисовывала.
это было ужасно. Ужасно и стыдно. Так, это у меня не доделано. Этот тигр Шерхан, один из первых тоже, который я посмотрела. Это долго была моя любимая картинка. Я смотрела и думала, ну, Надя, стоит продолжать совершенствоваться, потому что есть какой-то прогресс. Мне нравились вот эти линии, мне понравилось, что я лучше стала справляться именно с обводкой. Мне кажется, это первая картинка, где обводка у меня стала чуть-чуть лучше, меньше дрожать рука стала. Это еще не доделано, но это была картинка, ладно уж покажу, которая тоже меня зацепила в ответах, но здесь столько синего, вот это вот за счет градиента, и мне никак не получается ее доделать. Следующая картинка, это, наверное, первая моя принцесса. Так получилось Тиана. Я хотела ее... Да, мне очень нравится задний фон. Я с ним хоть и как-то получилось, намучилась, да, тоже не было ничего тонкого, естественно, не тулярта, то есть я это брашем все выводила. Поэтому меня не устраивает, что отпечаталось. И меня не устраивают ее губы. По ответам вы видите, что они темнее. Здесь я сделала ручками лангуа, и они... Ой, не хочу говорить эту ассоциацию, но дешевенько. Выглядели дешевенько губы. Поэтому я закрасила брашем более темный. Но у меня все равно я не смогла подобрать такой глубокий оттенок в тот момент. И я уже оставила, потому что там такой слой большой всякого. Пускай останется в покое. Но меня не устраивает вот это безобразие. А случилось оно потому что... Ой, матушки... Потому что вот эта винилопа, которую я делала с большим удовольствием, которая яркая, вся размазалась, когда я ее покрыла лаком. Вот здесь вот я не буду исправлять, уже трогать. Но вот лицо я попробовала, и глаза попробовала исправить. Ну, я думаю, это прекрасно видно, да. Очень хорошо видно эту беду. И она у меня бесконечно отпечатывается на той картинке с Тианой. Следующая картинка. Вот это. Я очень ее люблю. Я очень хорошо помню момент, когда я ее раскрасила. Это было супер быстро. И да, все от подбора цветов до самого процесса. Все было очень быстро. И я получила такое удовольствие. Я бы хотела ее сделать без полей, но я так боялась ее испортить, что она затрется. Я вот хотела ее сохранить в том виде, в котором она есть навсегда. И вот опять же, мне очень нравится рисовка, что... У нее, ну вот для меня это хичкоковские такие лица, что они мрачные, то есть она не просто красиво лежит, а в ней есть вот этот вот, может быть, какой-то флёр мертвенности или чего-то тяжелого, не знаю, мне очень нравится. И она вот короной больше даже напоминает княжну какую-то из наших сказок. Ой, очень мне это все нравится. Следующий Аладдин. Татуированный Аладдин, как я его называю, потому что просвечивают линии, и выглядит это, правда, как татуировки. Но симпатичнее для меня. Вот эти две картинки я делала друг с дружком одновременно. И мне очень нравилось, я получила удовольствие. Потому что это две абсолютно разные гаммы. Вот здесь я запарилась выводить эти квадратики, на самом деле, еще рыжий, он такой бледненький, он тоже просвечивает у меня. И то есть надо было не один слой и не два. Но я рада, что это все сделано, что это закончено. И мне очень нравится результат, очень приятные, правда, ощущения от этих картинок. И последняя картинка – это Питер Пен, который навсегда у меня отбил желание раскрашивать Питер Пена. Я не знаю, с этой картинкой это просто какая-то загадочная, таинственная вещь. Абсолютно все пошло не так. Я уже купила поску, но у меня не получалось с ней работать. У меня просто криво все шло. Вот эти кривые линии, они должны быть кривыми, но я их делала, по моим ощущениям, криво неправильно. Что-то капало. Его глаза какие-то очень странные. В общем, у меня теперь аллергия на Питер Пен. Вот это почему-то полосило все зеленое. Я не поняла, в чем вообще. Я до сих пор не понимаю, что было не так.
Но я вспоминаю, что это было больно. Я так мечтала ее закончить. И причем, ну, это одна тоже, естественно, из первых работ. Но да, я удивлена. Мне казалось, что это будет очень интересно, но это оказалось очень выматывающим занятием. Это был первый том мой. Моя любовь. Следующая книга, которая у меня появилась, это классика в польской версии. И она не была у меня в списке желаний, я вообще ее не хотела. Мне было интересно именно польскую версию попробовать, и было выгодное достаточно предложение со вторых рук купить. Но ничего не было сделано в ней, то есть она была новая, и, ну, я ее приобрела. Это сделано как первая страничка, мой челлендж. Это очень я ее люблю, она мне одна из немногих понравилась сразу. То есть с этим томом у меня были такая любовь-ненависть отношения. Очень долго книга стояла без дела, и я жалела, что я ее приобрела. Но вот это была одна из тех, которые я хотела раскрасить, потому что вот этот вот темный фон и яркий Артур, да, это я не смотрела, но я догадываюсь, возможно, это он. И то есть вот это свечение, как будто это по-настоящему. То есть очень выглядит живо и эффектно. Эффектная картинка. Вот эта картинка мне тоже понравилась по ответам, хоть и не сразу. И вот этот огрызочек такой яркий, и вот этот такой милаш. Хотя я тоже не смотрела «Это зачарованный котел», я тоже не смотрела этот мультик. Но вот в этом я поняла, я думаю, вот на этой картинке, а в целом скорее начала догадываться на этой, в чем фишка классики этого тома. Потому что вот эту картинку я увидела в готовых работах у Ольги Дисней в ТикТок, когда она листала свою книгу, полностью заполненную, классики. И мне она так запала в готовом состоянии. Это было вечером, я помню, я увидела. И я прям ночью, мне снилось, как я ее раскрашиваю. И я супер быстро это сделала. И получила нереальное удовольствие. И я поняла, почему. То есть вот на примере этих картинок я поняла, что эта книжка очень продумана с точки зрения результата. По крайней мере, на мой взгляд. Да, если не согласны или согласны, подтвердите, пожалуйста, такие же у вас чувства насчет этой книги, потому что масштаб очень продуман. Продумано, что, по крайней мере, в польской версии маленькие поля, то есть они выглядят очень эффектно, готовыми. И теперь мне очень интересно, в общем-то, каждую страницу, ну, практически не будем уж все нахваливать. Не согласна я с некоторыми картинками классики. Можно было... Есть на что поворчать, но сейчас не об этом. Эта картинка, да, недавно сделана, как обложки. Вот эту я пропустила. Я не очень люблю раскрашивать принцесс. Стандартных. Вот. Мне нравится, когда живая мимика у людей, и да, в какой-то интересный период кадр захватили. Вот это вот одна из тех, за которую я люблю русалочку из детства. Вот то, что я помню, какая она живая, энергичная, веселая и непосредственная местами. И вот этот кадр я очень люблю. Больше, чем, например, там вылизанные какие-то, где она просто очень красивая. Вот. Поэтому с удовольствием раскрасила эту картинку. Вот эта картинка начата, исправлюсь сразу, начата моим мужем. Он что-то менял, он подобрал быстро цвета, потом он что-то менял, потом что-то опять менял, но неплохо записал. И в итоге он не доделал ее. Я ее доделала, какие-то, мне кажется, вот здесь было еще чуть-чуть недоделано. Ну и все. То есть есть отличия с ответами, но вообще, особенно на видео, очень выглядит красиво. Мне нравится. И вот эта вот, она была первая и очень долго единственная картинка в этом томе. Мне очень она понравилась. И картинка, можно сказать, первая, когда я заметила, что у меня немножечко вырос уровень техники.
То есть мои линии и подбор цветов я подбирала сама, и всю обводку, более у меня стабильная рука была. В общем, это была очень долго моя любимая картинка в моем самом нелюбимом томе. Такая вот такая ситуация. Так. Следующий том, который у меня появился, это 10-й. Я очень его хотела с самого начала, изначально, но я побаивалась его покупать, потому что мне казалось, что сложновато для меня будут картинки. Но приобрела его достаточно быстро, через пару месяцев уже я его приобрела, опять же, по выгодной цене со вторых рук. И давайте посмотрим. Но его все знают, все любят. Первая картинка. Не в восторге, я хотела бы по-другому сделать платье. Мне больше нравится в ответах ее волосы. Но мы принимаем. Эта картинка была сделана предыдущей владелицей. Вот в один слой. Меня устраивает, я не хочу ее переделывать. Как память у меня как у рыбки. И хорошо помнить, что это... Я не знаю, зачем мне это помнить, но я люблю помнить. Мне важно какие-то вещи запоминать, даже если это связано с другим человеком. Это Винни-Пух. Люблю Винни-Пуха, кстати. Скажите, пожалуйста, я одна чувствую, что вот прям замечательно Лило и Стич, Рапунцель, Русалочка, это все Белль, все Красавица и чудовище, это все, конечно, замечательно, но не хотелось бы вам целую книжку по Винни-Пуху. Мне кажется, мне все нравятся картинки, которые есть в томах с Винни-Пухом и его друзьями. Я бы, наверное, купила бы целую книжку, там, я не знаю, 50 картинок, если бы там было с Винни-Пухом, я бы с удовольствием бы приобрела. Здесь вот этот. Здесь мне пришли тулярты, тоже по ответам. Вот эта вот часть спорная. Я не очень хорошо подобрала, все-таки темный и зеленый. Но по итогу мне нравится. Опять же, если не смотреть на ответы, то все приятно. Вот. И вот эту тоже сделала девушка, предыдущая владелица. Мне кажется, очень, очень достойно. Очень слоник прям такой яркий. Так. С этой картинкой получилась какая-то магия, потому что тут у меня все, кроме вот этого светлого, нет, крылья, вот светлый город и мешок, это браш, остальное все ручки. Мне кажется, эта картинка создана, чтобы ручки, чтобы ее выполнять ручками. И я получила большое удовольствие, у меня был какой-то странный стресс в тот период жизни. И я сделала ее довольно быстро, я так боялась ручек. То есть это вторая работа, но уже гораздо лучше. Да, просто гораздо лучше результат. Поэтому я очень люблю эту работу. Но и на нее постоянно отпечатывается вот этот вот товарищ. Английский, бесконечно английский. Вот этот товарищ, его начала тоже предыдущая владелица. Я очень хочу, это была одна из причин, по которой я хотела купить этот том, потому что я прям хочу повыводить его татуировки, мне очень нравится, мне кажется, это очень эффектная картинка, но я к ней вернусь когда-нибудь. Но почему-то отпечатывается он у меня, и надо спрятать аиста в файлик. Также ручками третью работу я сделала вот эту королеву, кроме черного и серых, нет, английский не сейчас. Это все ручки, и они сильно потемнели после лака, как водится, но мне нравится. И это было тоже довольно легко. И к ней в пару я сделала вот вторую суровую женщину. У меня разворот с двумя суровыми женщинами. Кронг, краш. Чуть-чуть краш. Мне в целом эта картинка скорее возмущала почему-то в начале, потому что мне казалось... почему-то, я знаю причину, тут же объясняю. Мне казалось, что это тупо делать на четверть просто картинки бицуху. Как бы спасибо, мы знаем, что Кронг качок. Мне пришли тулярты цвета кожи, и я вот с удовольствием очень быстро раскрасила и подобрала, и мне очень нравится результат. Вот эту я очень люблю.
Господи, как я ее люблю. Все было так просто, так быстро, и мне такие вайбы от нее приятные детско-родительских отношений. Хотя я понимаю, что там проблемки, очевидно, как выглядит отец. Я не смотрела мультик, надо посмотреть. И хотя нет, я не буду смотреть. И мне очень нравятся просто цвета, эта сочность, и вот, по крайней мере, любовь прям от них веет. И я хочу очень в пару, вот здесь Покахонтас с отцом, и я хочу ее тоже раскрасить, и будет такой вот разворот хороших дочерне-отцовских отношений. Хотя бы, так сказать, в книжке. Вот это я пропустила. Я эту картинку полностью взяла код из бота, собрала маркеры и уехала с подругой в спа. И вот там на природе сидела и раскрашивала. И лежали они у меня, знаете сколько? И тут уже плоско. И лежали они несколько месяцев, прежде чем я решила покрыть лаком, созрела. И вот что произошло. Ну вот что это? Ну вот что это? Почему это размазывается? Так долго сохло. Вымученная картинка в этом томе. Я думаю, это они, двое из ларца, потому что я не знаю почему. Как я сказала, я очень боялась подойти к этому тому, и я решила начать вот с этой картинки, чтобы как-то преодолеть это. Я взяла код тоже полностью из бота, чтобы вот просто преодолеть страх начала. И почему-то у меня очень долго шло, и несколько месяцев у меня вот не было черного. У меня чуть-чуть оставалось, буквально несколько цветов. Вот тут, у Дори черный, ну и обводка. Но я прям оттягивала. Но ее я зато покрыла таким интересным методом и распылителем. И у нее прямо идеальный такой красивый матовый финиш. Поэтому сейчас мне эта картинка очень нравится именно вот как она ощущается. Вот. Пока все. Следующий том. Пошли спорные тома. Эта книга у меня была в возможных. Я к ней присматривалась. Но, к сожалению, присмотрелась я к ней чуть позже, чем мне ее подарили на день рождения. Ну, то есть я не просила, я не знала, что подарят. Да, потому что мне она очень нравилась из-за нескольких картинок. Вот в первую очередь из-за обложки. Я сразу ее раскрасила, и мне так нравится эффект, мне нравится, как лег лак. Мне просто все очень-очень нравится. Я здесь немножечко запарилась, у меня дрожали почему-то руки на обводке, особенно на черепашке. Тут глаз немножечко странный, но мне нравится. Мне нравится, мне кажется, это очень милый момент в самом мультике, когда она идет кормить эту рыбку и опаздывает. Это все очень мило. И в книжке мне тоже, соответственно, нравится этот кадр. И вторая готовая у меня здесь картинка. Это первая картинка. Первая страничка. Здесь у меня много, почти все у меня ручки. Тулярд немножечко вот здесь на камышах, потому что цвет хорошо попал. И браш вот здесь, и вот, наверное, вот здесь. Да. Мне понравилось ее делать, раскрашивать. Вот эта картинка у меня не доделана. И я начинаем рубрику «Помогите, кто может». Потому что я в тупике. Если у кого-нибудь есть эта книга, или кто-нибудь просто знает, какое попадались вот это сочетание, я использовала на этот цвет тройку 827, на двойку я не могу, я попробовала этот цвет, мне не нравится, как они смотрятся, вот по ответам вы видите, какой бы цвет вы использовали или какой вы использовали, если у вас есть эта книга и вы сделали эту страничку. Также у меня с коричневыми беда, потому что их тут так много. Я использовала, мне кажется, весь спектр коричневых, и я теперь не знаю, что использовать на кожу девушки. Не знаю, я очень хочу ее закончить. Мне, в принципе, она нравится по ответам, но я немножечко в тупике. Буду благодарна, если заметите и посоветуете. Следующее. Следующее. Фантастические твари. Ладно, до фантастических тварей им еще далеко. Фантастические создания из Дисней. Книжка очень спорная. Я бы очень хотела ее обсудить отдельно. Спросить ваше мнение. Сейчас
Пока только о работах. Это была первая. Когда мне ее подарили, я посмотрела ответы, я поняла, что мне не особо что нравится. И подумала, что обложечный дракон, он интересный. Но, во-первых, я использовала маркеры Казимир, если вам о чем-нибудь это говорит. И они были жутко сухими, и они полосят просто ужасно. И я не могла даже нанести второй слой. Во-вторых, мне не нравится масштаб, мне не нравится, как выглядит в результате эта картинка. Мне кажется, мне прям критично сделать ее без полей, чтобы дракон был хотя бы немножечко более видным. Я вообще не понимаю ракурс. Я не понимаю ракурс этой картинки. И мне из-за этого не хочется тратить хорошие маркеры, чтобы вот закрасить эти полоски. Не знаю. Поэтому я ее считаю как готовой. Я вряд ли что-то с ней делаю. Может быть, я еще обводку все-таки добью. Но не сейчас. Сказав все это, вот эту картинку на первой страничке я просто обожаю. Я стала смотреть, что я еще могу сделать по ответам, какие мне нравятся картинки. И вот это мне запало в душу. И мне очень понравилось. Это все было быстро. То есть она легкая, но при этом она такая живая. И мне нравится результат, очень эффектная. Да, то есть у него есть эмоции. Мне очень нравится эта картинка. И еще мне понравилась одна картинка. Вот этот вот инфернальный козел. Смотрите, какой он зая просто в огне ритуальном. Ну, конечно, это не так. Конечно, это не ритуальный огонь. Сразу поясню. У меня такие вайбы, и мне очень нравится этот козел. Вот, здесь все. Следующая книжка, которая у меня появилась, это манга. Я поняла, что я хочу что-то другое, помимо Дисней рисовок. И мне по ответам мне очень нравилась манга. Мне запали некоторые картинки прямо в мозг. И вот она у меня появилась. И это просто какое-то шикарное качество, какой-то шикарный том с шикарным качеством. Вот первая картинка. У меня глаза разбегались. Я попробовала, когда книжка пришла, и я смотрела ответы, я попробовала несколько картинок, которые мне понравились. Я поняла, что нет, я сейчас плохой сделаю подбор цвета. Я хочу подождать, пока мне нужно немножечко успокоиться. Я слишком рада получению этого тома. Я обязательно напортачу из-за обилия чувств. Поэтому я решила начать с самого начала, вот так листать, какие-то, может быть, пропускать, но в целом стараться вот по порядку. Ну, не совсем это получилось, но это меня немножечко успокоило и настроило на этот том. И вот эту девушку я сделала очень быстро, и мне все очень нравится. Я израсходовала, конечно, туле-арт. Почему? Я не знаю, зачем я его взяла. Мне показалось, что область не такая большая, хотя это фон. Вот, к слову, о моем мышлении. Но очень она приятная. И потом я сделала, естественно, вот эту обложечную девушку. Постаралась, хотела я сделать поярче ей костюм. Ну, мне в целом нравится сочно. Может быть, чуть-чуть как будто не сочетается, но мне нравится. Вот. Покажу вам еще вот эту картинку. Ее сделал муж. Муж после того, как сделал, вот сколько он сделал, 2 работы. Да, 2 работы он сделал, и он ушел. Все. Он вернул. В общем-то, он не уходил от своего хобби, но он сосредоточился на нем. А когда появилась манга, он посмотрел ответы, ему прям очень понравились несколько картинок. И вот это одна из них. Не идеально сочетается, конечно, по ответам, но мне очень нравится. Мне кажется, очень красиво получается. С такой зеленоватой тенью. Мне очень нравится. И еще, это вот он сделал недавно. И еще он сделал вот эту картинку. Тоже есть, конечно, отличия с ответами, но, мне кажется, прекрасно проделанная работа, особенно учитывая то, что он игнорирует
полоску, флайси, все, что можно, все, чем можно тонко вывести обводку, он это игнорирует, он это все делает брашем. И он еще игнорирует вторые слои. Ну, я, в общем-то, так и оставлю, меня не смущает, мне в целом нравится. Еще мне нравится, что какие-то картинки раскрашивает он, которые, возможно, я бы не скоро за них взялась, а счетчик-то идет у меня. Счетчик карты заполненности книг идет мне. Следующий, последний том – это «Злодеи». Я не планировала покупать, мне кажется, у меня, ну, если смотреть в картинках, это очень много картинок, и я не хотела покупать, пока я не закончу что-то ну, или сильно не продвинусь в одном из томов. Но это просто по преступно низкой цене продавали со вторых рук. Я не знаю, почему. У меня промелькнула мысль, что, возможно, это не оригинал, но это абсолютно оригинал. Это вот все покоцанное это мной, потому что изначально книжка была в идеальном состоянии, ничего не начато, и просто это удача. Вот эта книжка – это удача. И в целом она у меня была в хотелках, в таких вот возможных, потому что тут очень живые иллюстрации, но я побавила, и тут 3 подряд измы. Господи, какое, это же просто благословение небес. Вот. Но я не очень его активно хотела, потому что тут для меня он сложный. Я знаю, что для некоторых девочек он такой средний, а я все-таки его для себя отношу к сложным. Поэтому вот вы можете так, если у вас есть эта книга, или вы что-то из нее раскрашивали, вы можете соотнести примерно мой уровень. Для меня я прям устаю, когда я с ней работаю. Потому что очень мелкие детали и подбор цветов для меня еще сложновато. Вот. И это одна еще у меня в процессе. Первая страничка сделана. Довольно много времени я на нее потратила. И мне нравится результат. Из всех вариаций Урсулы с ее прихвостнями, муринами или кто это там, угри. Вот, из всех этих вариаций я всегда видела у девочек, как они раскрашивают, и я всегда знала, что вот это самая лучшая вариация. Я бы хотела именно ее раскрасить. Но удивительно, что удовольствия я получила меньше, если сравнивать, что когда я закончила, у меня было не так много удовольствия, чем усталости вот от того, что я ее... Почему-то мне тяжело шло подбор цветов и вот этих мурен. Не знаю, как-то все шло тяжело. Ну и вот, видите, с ответами не совпадает, но мне нравится. Как получилось, меня вполне удовлетворяет. Вот. Смотрите, одной рукой могу держать. Все нормально. Не очень много. Вот я показала все свои 50. Я надеюсь, счетчик насчитал 50 картинок. Спасибо, что посмотрели. Если посмотрели, спасибо, что делитесь своими работами. Они, правда, очень вдохновляют. Я очень люблю смотреть такие видео. И, да, присматривать себе и будущие какие-то работы, и текущие, что вот что-то новенькое. Я очень рада быть частью такого комьюнити. Мне кажется, оно очень уютное, очень вдохновляющее и поддерживающее в основном. Поэтому спасибо вам, каждому. И желаю вам приятных картинок. Желаю легкого подбора цветов и любви. Всем пока!